Безусловно, в последнее время внимание многих и многих сосредоточено вокруг конфликта России с марионеточным киевским режимом и с реальными противниками, странами Европы, старательно восстанавливающими традиции Третьего рейха. Конечно, я далеко не специалист в политологии и в международных отношениях, но не могу не поделиться своими смутными подозрениями, что закончится этот конфликт может так же, как и Вторая мировая война. Победителем, разумеется, станет Россия, проигравшая нацистская часть Европы. А вот экономический профит традиционно уплывет за Атлантический океан. Вот только и самим Штатам придется смириться с тем, что новая волна деколонизации не оставит им шансов на сохранение роли мирового гегемона. Планета просто устала от современных реинкарнаций белых господ в пробковых шлемах. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать их. Штатам рано или поздно придется довольствоваться вассальной зависимостью только лишь наследников Гитлера, Франка, Петена и прочих Муссолини. Но это, повторяю, только мои личные отношения, не более того. Теперь уже в довольно далеком 2017 году некто Дональд Трамп подписал обновленную редакцию стратегии национальной безопасности США, в которой появился список стратегических противников этой страны. Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Причины, по которым для Штатов этот список выглядит именно так, пусть сам Трамп и пересказывает. Нам, оказавшимся по ту сторону баррикад, это не так уж и важно. Список прозрачно намекал, что этот квартет получил дополнительный стимул для того, чтобы выстроить между собой стратегическое партнерство. А события последних лет показывают, как идет реализация этого потенциала. Не обращая внимания на то, что многие наши политики говорят умные и важные слова о предпочтительности политики правого консерватизма, коммунисты Северной Кореи стали самыми бескомпромиссными союзниками России. Это и дань исторической памяти, и искренняя ненависть к Штатам, и, помимо всего политологического, собственный ядерный потенциал Северной Кореи. Никакой, понимаешь, политкорректности и подписания договора о нераспространении ядерного оружия. Зато четкое понимание психологии правителя США. Вести дипломатические переговоры, выполнять какие-то политические маневры – это все игра по англосаксонским правилам, с туманными перспективами на выигрыш, с постоянными рисками цветных революций. И болото нам с вами тому порука. Ким Чен Ын на это размениваться не стал, предпочтя вариант простой, как оглобля. Тронешь – убью, хребет сломаю, даже если сам при этом сдохну. Инструмент видишь? Хорошо видишь. Вот сиди на пятой точке смирно. Воины Северной Кореи пришли и выполнили свой союзнический долг в Курской области. Реакцию всех критиков Сеула видели? Что Южная Корея, что Штаты напоминают простывшего пациента, которого хитрый доктор заставил пачку пургена сожрать. Они не то что кашлять, дышать боятся. Согласитесь, многие недоумевают, почему столь осторожны страны, входящие в состав ЕАЭС, ОДКБ и даже в состав союзного государства. А вот мне кажется, что ответ дан много сотен лет назад. Римляне его отчеканили крайне лаконично. Телум дат иус. Оружие дает право. У Северной Кореи имеется не просто телум, оружие, а оружие ядерное, позволяющее реализовать контрудар даже в режиме рука мертвеца. Не только по южнокорейским прокси, но и по самому кукловоду по территории Штатов. Разумеется, для выхода на такой уровень противостояния с этой страной Северная Корея прикладывает еще один важнейший компонент – государственную волю. Но она именно прикладывается к оружию с большой буквы, поскольку первично именно телум дат иус. Конечно, все сказано, только мое личное мнение, не более того. Еще одна причина решительности действий Северной Кореи – десятилетия, в течение которых страна жила и живет под санкциями, фактически не будучи вовлечена в глобальное разделение труда, опираясь только на свои собственные возможности и силы. Коллективному Западу просто нечем напугать Северную Корею. Та самая импортозависимость здесь равна нулю. А продемонстрированный уровень поддержки России, хочется верить, поможет решить этой стране страдавние проблемы с продовольствием. С этой точки зрения понятнее поведение Китая. Я в МИДе не работаю, политиком не являюсь, поэтому не вижу причин не называть вещи своими именами. Пекин, конечно, не Анкара. Одновременно на 5 стульях не сможет, но на парочке чувствует себя уверенно. Китай не находился и не находится под санкциями. Китай давно сделал ставку на глобальные проекты и отказываться от них не намерен. Вот и наблюдаем поддержку территориальной целостности Украины при одновременном отказе поддерживать антироссийские санкции. Поэтапный переход на торговлю в паре рубль-юань, но при откровенной пугливости китайских банков перед риском вылететь из долларовой системы. Половинчатая ступенчатость – это фактическое неучастие ШОС в разрешении очередного приступа напряженности между Индией и Пакистаном, что, кстати, позволило Дональду Трампу покрасоваться в венце выдающегося миротворца. Маршруты одного пояса, одного пути через Пакистан проходят, а через Индию нет. А вот маршрут международного транспортного коридора север-юг, если на географическую карту посмотреть,
так и вовсе в буквальном смысле слова проложен поперек одного пояса. Никто об этом не говорит? Не мои проблемы. Давайте вместе посмотрим, так нагляднее. Вот шелковый путь. Нижняя красная точка – пакистанский порт Гвадар, в который Китай вкладывается и вкладывается. А вот схема международного транспортного коридора север-юг. Наглядно? Сакраментальный вопрос. А какой из этих двух проектов для России интереснее и перспективнее? Шелковый путь – это про торговлю Китая и Европы. Потому маршрут через нашу с вами столицу Китаю все менее интересен, поскольку грузовое сообщение между Россией и Европой становится все проблематичнее. Это я сейчас изо всех сил подбирал максимально дипломатичное выражение. Конечно, Китаю свой проект симпатичен, поскольку на тот момент, когда шло проектирование одного пояса, одного пути, Евросоюз был весьма и весьма платежеспособным рынком сбыта для растущего объема китайских товаров. Но это китайская точка зрения. А вот для России и для Ирана куда интереснее международный транзитный коридор север-юг. Причем вот по той схеме, которую вы сейчас видите. В Сибирь и даже наш Дальний Восток получают сухопутный коридор до побережья Персидского залива. Причем к этому коридору смогут присоединиться Казахстан, Туркмения, Узбекистан, который вроде уже всерьез принялся за строительство новой железной дороги в Киргизию и из Киргизии. Иранский порт Бендер-Аббас и паромная линия в Мумбаи – это действительно здорово. Но порт он и есть порт. Он может стать пунктом перевалки и для торговых путей между Россией, странами Центральной Азии и Ближним Востоком, между Россией, странами Центральной Азии и восточным побережьем Африки. В таком варианте международный транзитный коридор север-юг – база для формирования рынка, население которого даже без полуторамиллиардной Индии сопоставимо с рынком Китая. Можно хоть по 100 раз на дню повторять слова о том, что двусторонние отношения России и Китая вышли на уровень Джомолунгмы. Но поперечность, перпендикулярность шелкового пути и международного транспортного коридора север-юг от этого с географических карт не исчезает. На этой схеме не отмечено еще несколько железных дорог, про которые на русском языке вообще сложно информацию найти. Одна уже введена в строй. Давайте ее схему в двух частях посмотрим. Вот северный на сегодня участок. В таком виде как бы ни о чем, на первый взгляд. К сожалению, не смог найти геологическую карту этого района, а он интересен, поскольку оконтуривает крупное месторождение железной руды. Но эта железная дорога не висит в воздухе, это только реплика. Общая картина интереснее. Оказывается, кто бы подумал, что у Ирана на бережку Персидского залива не один порт, а побольше. Возможно, не очень разборчиво, но восточнее Бендер-Аббаса порт Чабахар, из которого железная дорога в Афганистан и убегает, дотянувшись до Герата. Чем это интересно? А вот один из вариантов трансафганской железной дороги. Из России через Казахстан в Узбекистан, от хлебного города Ташкента в Тербез, через знаменитый мост Дружбы, железная дорога 15-20 уже в постсоветское время дошагала до Мазари-Шарифа. Если суметь построить ветку от Мазари-Шарифа до Герата, получаем второй маршрут из России на берег Персидского залива, но уже не в Бендер-Аббас, а в Чабахар, то есть поближе к выходу на широкие морские просторы. И снова, как видите, поперек шелкового пути. И вот такой маршрут – это уже даже не международный транзитный коридор север-юг, поскольку это еще восточнее. Но это только увеличивает значение Ирана как транзитного государства для России. Западные и восточные коридоры МТК север-юг вокруг Каспия с главным стыковочным узлом в Бендер-Аббасе. Россия, Ташкент, Мазари-Шариф, Герат, Чабахар. И во всех трех случаях зависимость от Китая не просматривается. С тем самым Китаем, на долю которого на сегодня приходится практически все 100% нефтяного экспорта Ирана. Нефть – это, конечно, хорошо и вкусно, но все равно сырье. А двойной выход на республики Средней Азии и Афганистан, которые теперь все вместе государства Центральной Азии, и на Россию, это что там в граммах-то? 100 миллионов человек населения Центральной Азии, 10 миллионов жителей Азербайджана и еще 150 миллионов в России и в Беларуси. В 2024 году численность населения Ирана одолела знаковое число в 90 миллионов человек. И мой старый друг-калькулятор показывает итоговую сумму – 350 миллионов человек. То самое число, которое господа экономисты считают порогом для возможности развития экономики за счет внутреннего спроса. Число это не секретное ни разу. О нем не только у нас, но и в Иране осведомлены. И задумывался об этой арифметике нам бы по-хорошему всем вместе. Да, у России и у Ирана вполне приличные отношения с Китаем. Но на фоне его экономики, емкости его внутреннего рынка, что мы, что персы, ну вы уж, уважаемые зрители и слушатели, сами подберите подходящее слово. Конечно, очень хотелось бы, чтобы в том же Пакистане внутренняя политическая обстановка была бы стабильной. Но там пока все как-то не сильно оптимистично.
Конечно, хотелось бы, чтобы Индия не столь сильно поддавалась американскому влиянию, но что есть, то есть. Многие говорят и размышляют о том, каким может стать новый многополярный мир, понимая при этом, что один из новых полюсов уже совершенно очевиден – Китай, что есть все шансы у Индии стать вторым полюсом, что Штаты приложат максимум усилий не скатиться до уровня региональной державы и сохранить статус третьего полюса. А вот что всем остальным-то делать? Обеспечивать два новых полюса энергетическим сырьем, даже не пытаясь изменить структуру своей экономики, ограничившись сменой логистики. Давайте от общих размышлений к энергетике. В советских времен на просторах ЕАЭС частично продолжают функционировать единая энергосистема СССР. Энергосистемы всех государств, входящих в объединение, синхронизированы между собой. Линии электропередач позволяют уверенно осуществлять межстрановые перетоки. Ведется восстановление объединенной водно-энергетической системы Средней Азии, хоть и без участия Туркмении. А единого рынка нет. Хотя в прошлом году ЕАЭС исполнилось 10 лет. А в случае электроэнергии вопросы о проблемах транспортировки физически отсутствуют. Скорость распространения электромагнитных волн в металле все так же 300 тысяч километров в секунду. Электроэнергетический рынок не работает, поскольку невероятно. Кто бы мог подумать? Нужно было хотя бы как-то вкладываться в поддержание сетевых и генерирующих мощностей. А нам всем было, простите за французский, влом. Лихо проведя за 10 лет тотальную деиндустриализацию, мы уничтожили множество крупных потребителей электроэнергии, тем самым обеспечив себе огромный энергопрофицит. Оговорюсь, конечно. Белоруссия сумела избежать этой участи, но это, к сожалению, то самое исключение, которое подтверждает правило. Сидение на печи шло в строгом соответствии с былиной об Илье Муромце. 30 лет и 3 года. Причем не только в России, но и во всех остальных республиках. Мы одновременно выяснили, что спрос на электроэнергию восстановился и растет, а электростанции и сети требуются не только новые. Остро стоит вопрос о модернизации действующих. В России сверстали генеральную схему размещения объектов электрогенерации на период до 2042 года, не так давно утвержденную правительством. Я сейчас не о том, что из 42 триллионов рублей, которые требуются на реализацию всего запланированного, в наличии целых 3 триллиона, что, положа руку на сердце, без изменения законодательства, говорит о полнейшей нереальности этой программы. Отбросим это соображение пока в сторонку. Введем в рассмотрение нечто невообразимое. С небес на землю рухнул состав вагонов, набитый купюрами. Под генеральную схему требуется более 8 сотен турбин, газовых и паровых. И люди в нашем Минэнерго и в правительстве впервые заговорили о том, что неплохо бы изощриться, чтобы обойтись без импорта. И это в России. А в остальных членах ЕАЭС об этом даже не думают, поскольку понимают, что без импорта всего чего и говорить не о чем. И мы наблюдаем дивную картинку. Россия, Казахстан и Узбекистан общими усилиями готовят газовые сети Узбекистана под то, чтобы эта республика могла принимать до 11 миллиардов кубометров российского газа в год. А строительство электростанций, которым придет газ, в Узбекистане доверяют компаниям из Турции, из Южной Кореи, из арабских государств. После 33 лет на печке выясняется, что богатырствовать у нас как-то не особо получается. Пролежни и дистрофия мышц, однако. Мы все знаем, насколько опережает своих конкурентов Росатом. Гордимся его зарубежными проектами, его рывком по атомным станциям малой мощности. Гордимся успехами государственной корпорации, которая никаких акций никому, ни на каких биржах не продает. Успехами государственной корпорации, которая неповоротлива, косна, излишне забюрократизирована и невосприимчива к инновациям. Именно это в наши головы вдалбливают поклонники и сторонники либеральной доктрины экономики. Проигрывают государственные компании эффективным частным собственникам. Активным, проворным, стремительным. Правда ведь? У меня вот поверить в ложь никак не получается. Я так не научился не видеть очевидные факты. И потому, когда в Казань на форум приезжают представители государственного иранского холдинга МАПТА, то есть Iran Power Plant Management Company, но аббревиатура от названия на персидском, с предложением локализовать производство газовых турбин в России, я не могу не радоваться. И всем интеграционным процессам между Ираном и ЕАЭС не могу не радоваться, поскольку сотрудничество с государственной МАПТА, у которой есть все необходимые технологии, это реальный шанс перевернуть ситуацию с головы на ноги и идти к суверенизации энергетики не по бредовым рыночным лекалам, а на основании его величества здравого смысла. Вот только надо помнить, что еще 30 лет и 3 годов на неторопливое размышление по иранскому предложению у нас точно нет. Как нет поводов и стесняться участвовать в этом проекте не частникам, а государству российскому. России результат нужен, а не шашечки про либерально-рыночную экономику. Так уж сложилось. Расшифровывать не буду, все знают.
И база для создания такого нового промышленного холдинга у нас в наличии. База, которая не требует национализации, которая по нашим же юридическим нормам может тянуться десятилетиями. Так что сложилось, что наши традиционные субъекты федерации, которые пока еще по инерции кто-то называет новыми, просто вынуждены были национализировать предприятия, владельцы которых косяком, табуном, стаей убыли в сторону града Киева. И вот теперь в руках областных и республиканских властей предприятия, которые во времена исторического материализма, говоря современным языком, являлись составными частями вертикально интегрированных машиностроительных холдингов. От добычи коксующегося угля и железной руды, руд цветных металлов, до производства, в числе прочего, продукции энергетического машиностроения. Ничего нового не скажу. Если вся производственная цепочка организационно находится в контуре единого холдинга, темпы и себестоимость снижаются, а качество растет, что доказано Росатомом. И согласие, немедленное согласие на сотрудничество с Ираном – реальный шанс решить не только наши собственные турбинные проблемы, но и выйти с реальными конкурентными предложениями не только для государств ЕС, но и для тех, кто рядом, но еще не решился. В Узбекистан, в Туркмению, в Афганистан. Ничего не путаю. Вот вам прошлогоднее еще информационное сообщение. Афганистан нацелен на заключение меморандумов о взаимопонимании со странами ЕАЭС. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социального развития правительства движения «Талибан», запрещенного в РФ, Абдул Умари на сессии Питерского международного экономического форума. Изменилось с прошлого года только одно. Движение «Талибан» перестало быть запрещенным в Российской Федерации. Газ в Афганистане есть. Не весь мы его в советские времена на Урал отправили. А уровень электрификации Афганистана около 30%. Эдакая вот электроэнергетическая целина. И это еще не все, чем России выгодно сотрудничество с Ираном. Как и не все, чем Ирану выгодно сотрудничество с Россией. Я уже неоднократно рассказывал о причинах, по которым реализация проекта поставок российского газа в Иран может состояться в самые сжатые сроки. В начале 70-х, когда уже были подписаны первые контракты на поставку советского газа в капиталистическую Европу и имелись собственные проекты по газификации, был момент, когда мы физически не успевали нарастить объемы добычи на западно-сибирских месторождениях. И правивший в тот момент Ираном Шах Реза Пехлеви не отказался от сделанного Советским Союзом предложения поставлять газ в нашу страну. С юга Ирана, до тогда еще советского, а сейчас азербайджанского города Астара, был построен магистральный газопровод с неброским названием Iranian Pipeline, годовой транзитной мощностью 10 миллиардов кубометров. Поставки шли практически до Исламской революции. После этого события и одновременного ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан отношения СССР и теперь уже Исламской Республики Иран резко ухудшились. Поставки газа были прекращены. Это отдельная история, это не ко мне. Я просто еще раз напомню, что Иран – это не европейские дикари. Газовая магистраль не взорвана, не сдана в металлолом, разве что компрессорные станции за давностью лет эксплуатации не подлежат. Но иранский газ ушел, а газификацию в Закавказье никто не отменял. Морской добычи газа на шельфе Азербайджанской ССР в те годы еще никто не вел. И из Сибири на север Азербайджана пришел новый газопровод годовой транзитной мощностью 10 миллиардов кубометров. Хоть мне и стыдно, но честно признаюсь, до сих пор не могу найти информацию о том, как в Азербайджане в настоящее время выглядят газовые сети в направлении север-юг. Но, похоже, с этим тоже все в порядке. Для чего Ирану нужны поставки газа в его северные регионы, я уже тоже рассказывал, но повторюсь. Прохладно в северных районах Ирана. Город там. И в свое время проблема теплообеспечения была решена именно за счет природного газа. Но в этом регионе нет ни одного подземного хранилища газа. Потому нет адекватного решения сразу двух задач. Неравномерности спроса в летний и зимний период и строительство новых электростанций, поскольку перед ними встанет вопрос неравномерности спроса на электроэнергию. Если к уже имеющимся поставкам с юга добавить поставки с севера, уже будет о чем думать и с чего комбинировать. Что занимательно, то в этом конкретном случае Азербайджан на помощь своему южному соседу не придет. Ему и самому газ требуется, и излишки законтрактованы на много лет вперед в Турцию и в Европу. С другой стороны, Азербайджану деньги тоже нужны. Ему 7 возвращенных районов заново отстраивать. Потому причин чинить препоны транзита у него точно нет. Политологи могут возразить, но я ведь точно не политолог, могу себе позволить. В общем, парадокс поставок из страны номер 1 в мировом табеле о рангах по объемам природного газа в страну номер 2 в том же табеле. Парадоксом только кажется. С геологией не поспоришь. Атомные электростанции быстро не построишь. Денег на них быстро не найдешь. Можно было бы, конечно, и за счет угля все проблемы снять. Да только для этого надо все вопросы с международным транзитным коридором север-юг решить. А тут практически готовый к работе магистральный газопровод.
Ходят слухи, что по цене пока не можем договориться. Я тут случайно, конечно, про технологии газовых турбин рассказал. Сочтемся. Есть и другие варианты. Помнится, с лета 22 года в Чкаловский аэропорт Ил-76 летели и летели. Фисташки с финиками из Ирана везли и везли. И еще какие-то цветы вроде бы. То ли фикусы, то ли кактусы, то ли герань. Я в растениях не разбираюсь, могу напутать. Министры энергетики России и Ирана на своей недавней встрече предварительно договорились начать поставки с объема 1,8 миллиарда кубометров в год. Но в перспективе планы их наращивания до 50 миллиардов кубометров в год. Куда столько? На перспективу. Например, напрягший мозжечок можно вспомнить про нереализованный проект под названием «Пакистанский поток». Газопровод с юга, от порта Карачи, до севера, до города Лахор. Не припоминаете? В Карачи предполагался к строительству регистрационный терминал, а трубопровод требовался для растущего спроса на индустриальном севере Пакистана. Предполагаемая мощность этого газопровода 12,4 миллиарда кубометров в год с предполагаемым ростом до 16 миллиардов кубометров в год. Протяженность маршрута 1100 километров. Когда про этот проект в последний раз говорили-то? Да не так уж и давно. В мае 2021 года министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в Москве Шавкат Алихан подписали меморандум, который должен был стать основой для проработки детального технико-экономического обоснования. Должен был, да не стал. Политические волнения в Пакистане отодвинули проект. Потому, собственно, и говорю, проект «Пакистанский поток» – это на перспективу. Давайте только еще в арифметику поиграемся. Просто так, из любви к этой науке. 16 миллиардов кубометров газа в обычном состоянии – это 12 миллионов тонн СПГ. Накидываем 5% на сам процесс регазификации и столько же на потери при хранении в криогенных емкостях, без чего в случае Пакистана обойтись невозможно, поскольку на его территории нет подземных хранилищ газа. Что получаем? 13 с хвостиком миллионов тонн. Ни о чем не говорит. Проект Балтийского СПГ на площадке в Усть-Луге ровно 13 миллионов тонн. Случайность? Не думаю. Именно о том, что с этого проекта СПГ должен пойти в Индию и в Пакистан, было начертано сопроводиловки к тексту окончательного инвестиционного решения. С экономической точки зрения, производство СПГ на берегу Балтийского моря – это куда как более краткий маршрут по сравнению со стартом с Ямала. И это отсутствие необходимости в СПГ-танкерах усиленного ледового класса. Проект в Усть-Луге не замер после того, как безо всяких санкций из него самоудалился Shell. Его, пусть и не самыми ударными темпами, «Газпром» тянет в настоящее время. В общем, про балтийское СПГ вспомнили, давайте двигаться дальше. На язык просто просится вопрос. А что будет, если СПГ производить в Иране? Ответ уже слышу. Ни у нас нет собственных технологий ожижения газа, ни у Ирана. Сейчас нет. Освоением этих технологий у нас занимаются все те же эффективные частные собственники. Поэтому на уникальный испытательный криогенный стенд на Росатомовском НИИ-Эфа под Питером опытные образцы оборудования только сам Росатом и предоставляет. То, что сделал, то и проверил. Толсто намекнул? Или надо еще толще? Да, про магию числа 10. 10 миллиардов кубометров в год – мощность газопровода из России в Азербайджан. 10 миллиардов кубометров газа в год – мощность газопровода из Ирана в Азербайджан. 10 миллионов тонн – замороженный все тем же Shell проект Iranian LNG, остановленный после того, как в 2018 году Штаты вышли из соглашения о всеобщей программе действий, соглашения о всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана. У Ирана имеется и собственный пакистанский газовый проект. Ну или не совсем пакистанский, поскольку название «Мир» у него появилось относительно недавно. Первоначально его именовали IP Gas Pipeline – магистральный газопровод Иран-Пакистан-Индия с проектной мощностью 40 миллиардов кубометров в год. На территории Ирана все работы выполнены. Пакистан откровенно тормозит из-за целого букета проблем. Долги перед МВФ, политическая нестабильность, давление со стороны Штатов. Сейчас вот еще и обострение отношений с Индией. Так что газопровод «Мир» – это тоже на перспективу. Но ведь и наращивание объемов поставок газа из России в Иран – дело далеко не одного дня. О чем я еще сегодня случайно вспомнил-то? Я же хвастался, что целых 3 слова на латыни выучил. Телум, дат, илус. Оружие дает право. То, что сотрудничество с Ираном может и должно стать для наших стран взаимовыгодным, я постарался описать, пусть и бегло. У Ирана абсолютное оружие нашего времени, ядерное, отсутствует. Вроде бы. Носители для этого оружия в наличии. Причем это оружие разработано и произведено по собственным технологиям. Воля государства и народа была выражена покойным президентом Ирана Сеидом Ибрахимом Раиси.
Проблемы в нашем регионе – результат амбиций американцев. Эти проблемы могут быть решены при условии, что иностранцы не будут вмешиваться в наши региональные проблемы. Не мешайтесь под ногами, вы здесь лишние. Позволю себе вот такой вольный перевод с фарси. Индия свое «Телум датилус» провозгласила 18 мая 1974 года, когда провела операцию «Улыбающаяся Будда» – первое испытание собственного ядерного оружия. Ответ Пакистана прозвучал далеко не сразу. Но 28 мая 1998 года на полигоне Чагай были проведены сразу 6 подземных ядерных взрывов, причем одновременно были испытаны и урановые, и плутониевые боезаряды. Пакистан, невзирая на все свои экономические сложности, реализовал призыв Зульфикара Али-Бхутто, сказанный ему в бытность министром иностранных дел еще в 1965 году. Если Индия создаст собственную атомную бомбу, значит и нам придется создать свою, даже если ради этого нам придется сидеть на хлебе и воде или вовсе умирать от голода. Атомная бомба есть у христиан, у иудеев, а теперь еще и у индуистов. Почему бы и мусульманам не обзавестись своей? Сказано, сделано. Хотя Пакистану, стране с огромными экономическими и политическими трудностями, с далеко не блестяще развитыми технологиями, необходимыми для создания ядерной индустрии, потребовалось на это несколько десятилетий. Я не очень хорошо понимаю, имеем ли мы дело с набором случайностей или есть тут какая-то закономерность. Так что буду признателен, если кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, присоединится к размышлениям. Наш крупнейший на сегодня внешнеторговый партнер – Китай, одно из государств, официально имеющих собственное ядерное оружие. Наш самый надежный, как выяснилось, союзник, именно союзник, а не партнер, Корейская Народно-Демократическая Республика, которая полностью реализовала тот самый принцип «Телум дат илус». Страна, с которой мы способны реализовать чуть не десяток взаимовыгодных проектов уже сейчас, причем таким образом, чтобы на выходе получить макрорегион, достаточно самостоятельный и не полностью подчиненный новым полюсам постколониального мироустройства, Иран. Здесь в наличии четко выраженная воля получить право. А одна из самых горячих интриг последнего времени – его ядерная программа. Два государства, развитие тесных экономических отношений, с которыми скорее перспектива – Пакистан и Индия, которые не являются участниками договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку уже имеют по 300-400 ядерных боезарядов. Такой какой-то ядерно-экономический компот, к которому как минимум стоит присмотреться внимательно. Ну и не без той самой нами горячо любимой иронии судьбы. Первые исследовательские реакторы, формирование и становление национальных ядерных научных школ в случае Ирана и Пакистана целиком и полностью заслуга Соединенных Штатов Америки. Первые килограммы урана с обогащением по 235-му изотопу в 90 с лишним процентов в обе эти страны были поставлены именно Штатами, как и первая партия плутония-239. Индийская ядерная программа без существенной помощи Великобритании, а затем и Канады, если бы и возникла, то куда как позже. Иран первые шаги в ядерных технологиях делал при помощи Америки, но еще более существенной помощью стали технологии европейские, без которых огромное продвижение в области газовых центрифуг могло бы и не состояться. Мне это кажется занимательным. Коллективный Запад обеспечил атомными технологиями те страны, с развитием и ростом влияния которых теперь неистово и борются. Примечательно и то, что из всех перечисленных стран единственное, где Росатом не строит атомные электростанции по своим технологиям – Пакистан, где на день сегодняшняя атомная энергетика – полная монополия Китая. Думаю, что не буду откладывать в долгий ящик, чтобы сделать более-менее полные обзоры ядерных и атомных программ Ирана, Пакистана, Индии, а заодно постараюсь собрать максимум открытой информации о том, что происходило и происходит в Китае и в Северной Корее.